Друзья, доброе время суток, на связи как всегда CloudGeo, и как я и обещал, записываю вам видео о проекте Kingdom Clash в преддверии последнего дропа земель. Это достаточно важный дроп и для разработчиков, и для игроков этого проекта. И в этом видео мы обсудим, как дела у этой игры, чего нам ждать в будущем и как проходит разработка дальнейших обновлений, а также стоит ли участвовать в этом дропе или же его можно пропустить. По традиции также хочу позвать вас в свой телеграм-канал, в котором я даю еще больше информации касаемо различных NFT проектов и NFT игр. Тут я рассказываю, в какие проекты я захожу, из каких выхожу, сколько я зарабатываю на этих проектах и многое другое. Если вам это интересно, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка будет находиться в описании к этому ролику. Начать стоит с того, что это далеко не первое видео об этом проекте, я уже записывал достаточно много роликов об этой игре, а также мы обсуждали ее с вами на стримах. И если вы не знакомы с этим проектом, то я настоятельно рекомендую вам посмотреть предыдущие два видео, как минимум, а лучше еще и заглянуть на стримы, потому что в этих видео мы затрагивали, какой окуп в этом проекте и сколько можно в нем заработать. Если вы об этом ничего не слышали, то посмотрите хотя бы последнее мое видео об этом проекте, которое называется Kingdom Clash, $1064 за месяц. Посмотрите, вы сможете понять, что это за игра, как в ней нужно заработать и на какие деньги в этом проекте в плане профита вы можете рассчитывать. Перед тем, как мы с вами поговорим о дропе, давайте вспомним и поговорим о том, что будет в этом проекте в ближайшее время. И разработчики как раз таки вчера выпустили большой пост, в котором более подробно рассказали, над чем сейчас работают. И много здесь интересной информации, я специально ее перевел для вас, сейчас мы посмотрим. Во-первых, как пишут разработчики, осталось всего 2 дня до финальной распродажи земли. И мое видео, собственно, посвящено этому дропу, потому что действительно дроп земель — это очень важный дроп для этого проекта. Я напомню, что земли здесь ограничены, и поэтому, скорее всего, паки дадут какие-то иксы. Несложно прогнозировать, со 100% вероятностью они дадут иксы или не со 100% вероятностью они дадут иксы, потому что, это всегда такая загадка, и сказать 100% ничего нельзя. Но паков не так уж и много, и это действительно важные паки, они фундаментальные в этой игре, и поэтому принять участие в этом дропе не будет ошибкой как минимум, а как максимум вы сможете заработать. Но о дропе мы поговорим с вами чуть позднее. Далее, что нам пишут? Что помимо двух новостей, о которых здесь рассказывается нам, мы сейчас их не будем затрагивать, был зарегистрирован токен на CoinMarketCap. Я посмотрел, действительно так, но пока он здесь еще не отслеживается. И разработчики объясняют, с чем это связано. Дело в том, чтобы отслеживался токен на CoinMarketCap, должен быть минимальный порог в $1000 ежедневного объема. Такого, к сожалению, в этом проекте пока нету, по той причине, что все-таки этот проект в долгосрок и больших средств на данный момент здесь просто не крутится. Вы сами знаете, что ресурсы стоят не так много, но они будут постоянно нужны, потому что здесь будут сезоны. И, кстати, дроп, который пройдет уже завтра, 25% всех денег, которые будут заработаны с этого дропа, они пойдут в награду сезона, которая здесь будет проходить и выдаваться на постоянной основе. То есть каждый сезон вы сможете получать какие-то награды, если вы будете достигать какого-то успеха в этой игре. Помимо всего этого, разработчики говорят нам о том, что они ведут переговоры с Maria и с Flame. Это специальные площадки по типу Steam в блокчейне. Я как раз об этом писал пост в своем телеграм-канале буквально вчера, о том, что я нашел очень много подобных площадок, в которые вы сможете в будущем заходить, выбирать какую-то игру по жанру и сидеть, играть в нее и зарабатывать в ней. Так вот, эти площадки — это, грубо говоря, Steam. Они даже позиционируют себя и пишут о том, что это Steam на Web3. Это достаточно круто, но я не думаю, что это даст какой-то прям сильный буст этому проекту, потому что все-таки сейчас вот таких вот площадок очень много, какой-то одной лидирующей нету, и люди обычно не сильно ищут проекты через подобные площадки. В основном все происходит через Alcor, либо через Atomic Hub, если мы говорим про блокчейн Wax, и просто смотрят по объему продаж и по интересу пользователей к каким-то NFT. Но все-таки круто, что разработчики пытаются развивать свой проект. Действительно, немногие Wax проекты пытаются залиститься на CoinMarketCap, не пытаются сотрудничать с какими-то вот такими площадками, и это уже похвально. Это означает о том, что разработчики настроены
настроены очень серьезно. И более того, в сообщении сказано о том, что они пытаются получить оранжевую галочку, но сейчас команда Вакса им просто не отвечают, и в связи с этим у них возникают проблемы, они не могут закончить полную верификацию для того, чтобы наконец-таки получить уже эту оранжевую галочку. Но это все круто, конечно же круто. Давайте теперь будем говорить о дропе, потому что я думаю, именно ради него вы здесь все и собрались. Дроп у нас будет поделен на две части, на публичную и на непубличную. Если у вас есть VL, то вы практически гарантированно сможете купить этот пак и потом его флипнуть, если вы захотите, либо же использовать в игре. Давайте поговорим о том вообще, кому стоит участвовать в этом дропе. Первое, если вы хотите заходить в эту игру и развиваться в ней, то вам однозначно стоит участвовать в этом дропе, потому что у вас будет неплохой шанс вытащить какую-то крутую землю, и это очень забустит ваш аккаунт, вашу деревню, вот эту вот всю. Вам будет намного легче здесь все строить. Короче, ну, объяснять я не вижу смысла. Если вам будет интересно, посмотрите мои прошлые видео. Там я рассказывал, что дает земля и на что влияет редкость земли. Стоит ли участвовать флиппером? То есть, когда вы покупаете пак в надежде его перепродать дороже. Я думаю, что все-таки да. Опять же, не могу давать какую-то стопроцентную вероятность, но я думаю, что продать в минимум 1,5 икса у вас точно получится, а может быть и больше. Тут будет зависеть все от ажиотажа, а судя по социальным сетям и по разгону этого дропа, ажиотаж в этом проекте будет. И поэтому вероятность того, что эти паки иксанут и дадут заработать на флипе, однозначно есть, и поэтому флипперы, ну, я думаю, вы лучше меня знаете, участвовать здесь или нет, я просто делюсь с вами своим мнением. Также хотелось бы сказать то, что если вы смотрите это видео 7 сентября, то это означает, что завтра уже будет стрим. И на этом стриме я тоже буду участвовать в дропе Kingdom Clash, а также в дропе другого проекта, о котором я говорил вам в прошлом видео. Поэтому, если вы хотите вместе почувствовать эту атмосферу, когда мы пытаемся поймать какие-то дропы, обязательно приходите на стрим и посмотрите. И также перед стримом я более детально расскажу, какие паки я буду покупать в этом проекте, какие паки я буду покупать в другом проекте, буду ли я флипать их или буду оставлять себе. В общем, будет много интересной информации, и также вы сможете задать мне какой-то вопрос, посмотрите, как я ловлю дропы своими руками, без бота, и это будет, я думаю, интересно для вас всех. Также я хотел бы заметить для новичков флипперов, то есть если вы не флипали ранее, дам вам такой совет, как бы поступил я. Если вы купите этот пак, то не стоит его открывать. Вот реально, ребят, не стоит. Смотрите сначала цену на рынке. Если она выше цены продажи дропа, то смело продавайте, флипайте, будет вам плюс. Если же она меньше, тогда этот пак просто холдить не стоит, и уже можно испытать удачу и попробовать его открыть, потому что если вам выпадет эпическая земля, вы 100% выйдете в плюс, и все будет хорошо. Поэтому вот просто попробуйте сначала продать пак. Если цена вас не устроит, только в таком случае стоит открывать пак и смотреть, что в нем выпадет, и тогда вы должны понимать, что скорее всего вы уйдете в небольшой минус, потому что мы видим, что сейчас рарки стоят в среднем $60, да, коммонки стоят около $30, и ну, вы будете покупать пак за 100. Поэтому, конечно же, вы уйдете в минус. Поэтому прежде всего попытайтесь продать именно сам пак. Его купят по той причине, что в нем есть вероятность вытащить более крутую землю. А если вы его откроете сами и вам выпадет какая-то земля не очень, то вы потом просто не будете знать, куда эту землю деть, использовать ее или продавать в минус, или холдить. И будет очень много вопросов. Не совершайте эту ошибку. Пробуйте сначала продавать именно пак. Если у вас что-то не получается, тогда уже будем думать о том, стоит ли его открывать или нет. И я думаю, на эти вопросы я смогу вам ответить на завтрашнем стриме. Мы более детально все это обсудим. Я расскажу свою стратегию, по которой я буду все это дело делать. Буду покупать паки, и прям в режиме реального времени вы сможете увидеть, буду ли я их флипать или буду оставлять себе. А может быть, даже мы и ради интереса что-то откроем. Вот такая вот идея. Ну и давайте проведем небольшой розыгрыш. Я скину 3 NFT-шки зрителям своего канала, которые выполнят следующие условия. Первое, нужно подписаться на мой YouTube канал, поставить лайк этому видео, написать адекватный комментарий под этим видео и подписаться на мой телеграм-канал, ссылочка будет в описании. Если вы выполняете эти условия, то вы автоматически участвуете в розыгрыше, и скорее всего я с вами свяжусь и скажу, кто из вас победил в своем телеграм-канале, и получите от меня NFT-шки этого проекта абсолютно бесплатно. Можете их продать, либо же можете их использовать в игре. Поэтому участвуйте, это всегда выгодно и абсолютно бесплатно.
Надеюсь, что я вам дал какие-то ответы на часть ваших вопросов. Если у вас вопросов больше, то обязательно приходите на мой стрим, который будет завтра. Перед дропом, я думаю, за полчаса я его начну, и мы с вами более детально обсудим, что покупать, стоит ли там что-то продавать. В общем, буду все рассказывать вам в режиме реального времени, и вы сможете задать мне вопросы, на которые я вам с радостью отвечу. Приходите на стрим, а для того, чтобы его не пропустить, поставьте колокольчик к моему каналу, чтобы вам пришло уведомление о том, что стрим этот начался. На этом я буду с вами прощаться. С вами был Cloud Geo. Всем удачи, всем профита, всем пока.